народ. Я вот не понимаю людей, которые вот этой херней занимаются. Купить участок, потом его равнять. У нас тут участков ровных продается миллион. А именно надо вот этой вот шляпой заниматься. Может, землю кому сейчас продавать будет, чтобы потом подпорную стенку сделать. У нас сегодня в планах борьба с травой. Смотрите, какая выросла. Прям ужас. Потом сделаем забор. Вон там часть деревяшки настрогаем, шлифанем, покрасим. Покрасим забор. Хоздела по даче. Не переключайтесь, смотрите. Вот скосил. Ну, где больше отдыхаем. Скосил, убирает траву. А сейчас, ну, где всякие хозяйственные вещи, где сильно не ходим в тапочках. Там без вот этого вот мешка буду косить этой же штучкой. Приспособу такую сделал, чтобы открывать его. Ну и просто трава в сторону. Ну, не в сторону, больше в меня. Но я в штанах, ничего страшного. Она отлетает. Здесь вот эта вот штуковина вот это фиксирует. И трава просто вылетает. Сейчас еще пойду тросик натяну в теплице, чтобы подвязать помидоры. Вот здесь тоже всю траву надо будет скосить. Вот уже помидоры Ира подвязывает. Здесь надо тросика 2 натянуть. Ну, один с той теплицы заберем, новый повешу. Расскажу, почему именно электрический выбрал. То есть, какие в нем плюсы для меня, по крайней мере. Он легкий. То есть, я понимаю, есть газонокосилки бензиновые, самоходные, но они все равно тяжелые. Как бы в гараж ее затартарить еще то дело. И там, в принципе, нечему ломаться. То есть, там электродвигатель и ремень. Все. Вот у меня ремень один раз рвался, я его пошел в магазине купил. Сразу 2 штуки. Ну, там просто намоталось, поэтому порвалось. И все. Больше там нечему ломаться. Супер легкий, супер удобный. Все, что надо, все делает. Ножи уже пару раз точил. То есть 3 года вообще работает отлично. Как по мне, идеальная штука. Все равно ходить. И с бензиновым, и с ним. Ну, тут провод добавляется. Ну, ничего страшного. Вон ребята все равняют. Что делают, вообще непонятно. Так, покосил около забора. Вот я покосил вдоль забора. Теперь нам надо вот покрасить вот это вот. Вот это вот. И вот этот пролет. 3 пролета. Будем делать их одинаковой высоты. Что, будем красить, доболтать. Расскажу вам, как вообще должно происходить все вот эти вот заборные дела. Процедура такая. Я хозяин забора. Так как, когда я строил забор, соседа не было. То есть забор — это моя собственность. И я ей могу распоряжаться и защищать как хочу. То есть вот этот подкоп, который он делает, почему-то я сомневаюсь, что он там будет делать подпорную стенку. Это напрямую портит мое имущество. Если забор поедет, если не поедет, то ничего страшного, вообще претензий нет. Но там такой уклон, что мне кажется, там поедет не только забор, но и поедет еще мой гараж. Если это все поедет, то процедура такая. То есть мы пишем ему претензию, просим его восстановить, во-первых, забор. Сделать так, как было до него, пока он не проделал манипуляции никакие. Если он ничего не делает,
Ну, просто идем, обращаемся в суд, обращаемся в администрацию. Администрация приезжает, смотрит. Так делать нельзя было. Выписывает предписание, чтобы он все вернул обратно, так как было до его манипуляций. Ну и дальше через суд. Суд его просто обяжет возвести подпорную стенку. Ну, просто я не думаю, что он 60 метров будет делать из бетона 1,5 вглубь и 1,5 в высоту подпорную стенку. Посмотрим. Ну, хотя он сказал, я не знаю, это ведь мужское слово. Когда мужик говорит, что сделаю, настоящие мужики делают. Вот, проверим. Так, крашу я ГФ-кой. Ну, грунт эмали по ржавчине, чтобы не зачищать. Они уже столбы были крашеные. Сейчас подсохнет чуть-чуть, пока мы будем делать с вами деревяшечки на забор. И все. И прикрутим. Будет у нас все красиво по уровню выставим, по высоте. Так на даче хорошо. Даже поработаешь, потом вечером отдохнешь. Ну, вот без забора на лицевой стороне как-то, как будто голый ходишь в трусах. Люди все ходят, заглядывают. Потом будем делать верандочку. Хотим к дому пристроить 3 на 5, я думаю. И будет у нас еще одна комната. Ну, в дальнейшем будем строить дом. Ну, я думаю, небольшой. Квадратов 70-80 максимум. Мне почему-то не лежит душа к большим домам. У меня вот знакомый дедулька на работе там у нас возит. Вот у него дом, наверное, квадратов 120. Вот они вместе с бабулечкой живут сейчас вдвоем. И бабулечка с дедулечкой как взяли тряпку в пятницу, так в воскресенье ее и положили. Тоже строил для детей, для гостей, для всех. Но дети съехали. Тоже, я так понимаю, в одной деревне живут. Дома себе построили. Гости, ну это такое понятие. Веревочку натянул по горизонту. Вот веревка. Мы сейчас... Вот 3 пролета у нас будет одной высоты. Сейчас вначале маленький сделаем. У маленького ширина 2,10, высота будет деревяшек 175. Сейчас приготовим. Это я посчитал. Это 14 штук, да, надо, если 150-я доска. Ну, примерно 14. А потом пойдем дальше. Доски напилим, потом шлифанем, потом покроем пропиткой. И все, и погнали. Вот они, досточки наши. Кривые, конечно, но что теперь сделаешь? Будем как-то справляться с этим. Так, сейчас напилим доски. 14 штук. Ну, торцовку не хочу доставать. Потому что циркуляркой сейчас отпилим. Замеряем, напилим. 14 штук нам надо на один пролет. Ну, я думаю, сегодня бы успеть. Этот маленький, еще один маленький. Ну, может, 3. Сегодня-завтра добьем. Сейчас тоже сосед Серега приехал. С ним подошел. Говорит, что это у вас происходит? Я говорю, ну вот, решили соседи выровнять участок. У нас тут участков ровных продается дофигища. Тоже он удивлен, что покупать изначально с каким-то уклоном, чтобы потом его равнять. Логика железная. Ну, вот я тоже не понимаю, что у людей в голове в этот момент происходит, когда они... Выбор большой, очень большой.
И цены, в принципе, он что ровный, что чуть-чуть с уклоном стоит плюс-минус одинаково. Ну, вот люди как-то выбирают себе, что посложнее. Так, мне нужно электричество. Ветку сходим. Сейчас покажу вам. Что там говорили некоторые. Не уедет, не уедет. Тут просто пропасть. Как он будет это укреплять, я не знаю. Мне кажется, и мой гараж уедет с землей. Пишите, что думаете по этому поводу. Душных и терпил, пожалуйста, не пишите в комментариях ничего. Ну а так забором занимаюсь. Вот, покрасил досточки. Сейчас их приделаем. Один пролетик обошьем. Ну, такой темненький получается. Ну, купил кровельные саморезы. Просто невыносимо теми саморезами, которыми я делал. Ну и набираем басик. Тут детей на дачу не загонишь. Без бассейна ездить не хотят. А помощники нужны. Ну, водичка набирается со скважины. По поводу приблуды для газонокосилки. Вот она стоит. Вот так вот держит просто открытым. И оттуда трава вылетает. Ну, понятно, я весь в траве. Ну, это не хуже, чем триммером, но зато ровненько получается. Ну, там траву собирали, где бассейн. А здесь нет. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Вот заборчик почти уже весь сделан. Забор наш. Мне нравится. Глухой почти получается. Ну, ладно, ничего страшного. Вот. Просто в сторону отлетает трава. Ну, понятно, что я тоже весь в траве. В глаза хоть не лезет. Вот такая система меня устраивает. Ну и электрическая газонокосилка для домов, у которых небольшие участки. Я думаю, вообще must have. Штука вообще удобная. Ну, у меня тут два удлинителя. Я приспособился. Вон сейчас басик уже почти набрали. Вода холодная, скважина. Я думаю, за неделю жары 30 градусов нагреется. Потом бассейн перенесем вот сюда. Ну, пониже чуть-чуть зальем плиту. И все. А здесь будет у нас мангальная зона. Давайте, всем удачи, подписывайтесь. Пока-пока.